Всем привет! Меня зовут Изелла и рад вас видеть на своем канале. Сегодня мы поговорим о Дариусе. Давайте начнем разбор этого чемпиона с его умений. Я не буду подробно рассказывать об умениях Дариуса, так как скорее всего вы не хуже меня знаете сплейлист этого чемпиона. Давайте лучше поговорим об особенности его умений, которых вы можете не знать. Если говорить о кровотечении, то это штука, вокруг которой строится весь геймплей этого чемпиона. И от того, сможете ли вы настакать пассивку, будет зависеть успешность игры на этом чемпионе. Для накопления стаков есть две комбинации. Первая комбо мы используем в тех случаях, когда нам нужно сократить дистанцию с противником. Для этого мы используем задержание, после этого идет автоатака. После этого мы используем калечащий удар, отменяем анимацию калечащего удара истреблением, после этого мы даем две автоатаки и используем ультимейт. Перед тем как использовать этот трюк в ранговых играх, советую потренироваться в режиме тренировки и нормалов. Второе комбо используется в тех случаях, когда вам не нужно сокращать дистанцию с противником. Вы начинаете с того, что просто набираете 2-3 стака кровотечения, двигаясь с противником рядом и атакуя его на подшаг. Когда противник пытается разорвать с вами дистанцию при помощи скачка или умения, то вы притягиваете его к себе при помощи задержания. После этого повторяйте трюк из предыдущего комбо и добивайте противника истреблением. Особенностью ульта Дариуса является то, что, во-первых, вы можете применить ее на 4 зарядах кровотечения, что в свою очередь активирует мощь Ноксуса. Во-вторых, если в начале анимации ноксианской гильотины применить скачок или секундомер, то это не отменит применение ультимейта. Основной страницей рун, которую мы будем использовать, будет ветка точности в качестве основной и ветка храбрости в качестве второстепенной. В основной ветке в качестве ключевой руны мы берем завоеватель. В первом тире мы берем триумф. Во втором тире у нас на выбор представлены 3 руны. Легенда рвения в совокупности с тринькой дает неплохой прирост скорости атаки, что в свою очередь помогает быстрее накапливать заряды кровотечения на цели. Легенду стойкость я обычно беру в тех случаях, когда в команде противника много контроля, а легенда родословная дает дополнительный сустейн на линии. Во второстепенной ветке мы берем снос и костяную пластину. Снос эффективно работает на Дариусе, так как урон по башне зависит от максимального запаса здоровья, а костяная пластина поможет более выгодно участвовать в разменах на линии. Одним из главных недостатков Дариуса является его скорость, поэтому в некоторых матчах я использую альтернативную страницу рун. Как вы могли заметить, идея этих билдов заключается в усилении слабой стороны этого чемпиона. Несмотря на то, что они дают необходимый movement speed, главной проблемой является то, что на линии вы остаетесь без ключевой руны, что существенно понижает урон Дариуса в ранней стадии игры, поэтому дважды подумайте, стоит ли вам использовать эти страницы. Основные заклинания призывателя на Дариуса — это скачок в связке с телепортом или призраком. Призрак даст вам необходимый movement speed, а телепорт даст возможность появляться в нужное время в нужном месте. Если вам не хватает опыта игры на этом чемпионе, или вы делаете ставку на сноубол через раннюю агрессию, то можете взять воспоминания. В качестве стартовых предметов неплохо показывают себя клинок Дарана и вредоносное зелье. Клинок Дарана дает неплохую прибавку к характеристикам, а вредоносное зелье не только восстановит здоровье и ману, но и добавит магический урон к вашим автоатакам и умениям. Кор предметами на Дариуса являются Trinity Force и испытания стерок. Очень часто на стримах или на форумах я вижу вопросы от игроков, суть которых сводится к тому, что же лучше, Trinity или черная секира. На мой взгляд, Дариусу больше подходит Trinity Force, а Black Cleaver является неплохим ситуативным предметом на замену Тринки. Дело в том, что Trinity Force дает Дариусу намного больше, чем черная секира, а разница в цене этих предметов составляет всего лишь 733 золотых. Сияние увеличивает урон по чемпионам и помогает более эффективно сносить строение. Жало в совокупности с рунами дает неплохой прирост скорости автоатак, что ускоряет процесс набора стаков, а пассивка поглотителя одинакова у обоих предметов. Помимо всего этого, у Trinity более дешевый рецепт для сборки, а все пассивные эффекты мы получаем до полной сборки предметов. Черную секиру я отнес к ситуативным предметам, так как она показывает себя более эффективно в тех сетапах, в которых команда противника имеет 2 и более танков в команде. Испытание стерока полезно своей пассивкой,
которая при получении определенного урона наложит на вас щит и даст вам 30% стойкости, что при правильной реализации не раз спасет вам жизнь. Также необходимо упомянуть о том, что некоторые игроки используют в своих сборках титаническую гидру вместо стерок. Как правило, мы можем наблюдать это в тех матчапах, где игроки делают ставку на сплитпушинг на командное сражение. Если говорить о ботинках для Дариуса, то у нас есть всего два эффективных улучшения. Это ниндзя Таби и поступь Меркурия. Как правило, выбор зависит от того, какой тип урона наносит чемпион, против которого приходится стоять на линии. В большинстве случаев после сборки кор предметов вам придется уходить в растанковку. В качестве опциональных предметов на физическую защиту можно рассмотреть броню мертвеца, знамение Радуина, шипованный доспех, праведную славу и ангел-хранитель. Броня мертвеца даст вам дополнительный жир, армор, а пассивный эффект увеличит вашу скорость передвижения. Знамение Радуина поможет уменьшить урон от критических атак вражеских чемпионов, а активный эффект создаст замедление по площади. Праведная слава поможет догнать убегающих противников или инициировать тимфайт. А ангел-хранитель даст вам второй шанс завершить игру в вашу пользу. В качестве опциональных предметов на магическое сопротивление стоит обратить внимание на облачение духов и адаптивный шлем. Облачение духов даст вам необходимые резисты и усилится эффект восстановления здоровья. Адаптивный шлем же стоит брать лишь в тех случаях, когда в команде противника много периодического урона. При игре за Дариуса вашей главной задачей в тимфайтах будет как можно быстрее настакать пассивку и активировать ярость Ноксуса. Этого можно добиться двумя путями. Можно настакать пассивку на фронтлейне противника или добить лоу хп чемпиона ультом. Эти способы не являются взаимоисключающими. После того, как пассивка настакана, вы превращаетесь в неостановимую машину для убийства. Важно помнить, что при игре за Дариуса вам нужно стараться держаться рядом со своей командой, так как Дариус, как и большинство брузеров, умирает без особых проблем, если он попал в цепочку контроля, или на него были наложены страшные раны, или иные эффекты, ослабляющие получаемое лечение. Из-за своей низкой мобильности и отсутствия длительного контроля, особенно если мы говорим о ранних уровнях, у Дариуса возникает проблема со всеми чемпионами, которые могут держать его на расстоянии от себя или быстро разрывать дистанцию с ним. Яркими представителями первой категории являются Квин и Тина. У Квин достаточно много инструментов нанесения урона, используя которые она не входит в рейндж Дариуса. А если у вас получилось притянуть ее к себе, то она разорвет с вами дистанцию при помощи рывка. Яркими представителями второй категории чемпионов являются Ривен, Джакс и Джейс. Достаточно простым в освоении является Джакс. Встречный удар поможет избежать накапливания стаков кровотечения, а удар в прыжке, примененный на союзного миньона, поможет отойти на безопасную дистанцию. Благодарю вас за то, что вы посмотрели мой гайд на Дариуса. Надеюсь, он помог узнать вам что-то новое об этом чемпионе. Если вам понравился мой гайд, то поставьте лайк этому видео, а если нет, то напишите в комментариях, с чем вы не согласны и как вы играете за этого чемпиона. В заключение я хочу сказать одну важную вещь. Неважно, какие руны и предметы вы используете. Главное, чтобы вы понимали свою роль в каждой игре. Понимали, что вы должны сделать для того, чтобы победить. И главное, игра не закончена, пока не упал Nexus. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И до новых встреч!